Итан Моррисон, успешный юрист и ведущий специалист в своем деле, стоял перед большой группой руководителей компании на важной презентации. В его руках находился тщательно подготовленный документ, где наглядно объяснялись два ключевых варианта – конфиденциальное урегулирование или судебный иск. Итан знал, что оба выбора могли изменить судьбу компании, и именно поэтому его голос был уверен и силен. Он смотрел в глаза слушателям, ощущая, как напряжение в зале нарастает. Итан начал с того, что изложил все риски и выгоды каждого варианта, подчеркивая необходимость их немедленного принятия. Однако затем, чувствуя, как ситуация накаляется, он стал более настойчивым. Голос его стал тверже, а его слова приобрели вес, который давил на руководителей компании. «Если вы не примете предложенные условия, будьте уверены, я начну судебную тяжбу. Я полностью готов приступить к этому процессу, и последствия для вас будут крайне неприятными», — произнес он, наблюдая за реакцией присутствующих. В этот момент в зале воцарилась напряженная тишина. Ричард Блэквуд, старший руководитель, с явным волнением на лице попытался возразить. «Итан, но это будет преждевременно. Мы должны...» Блэквуд не успел закончить, так как Итан быстро прервал его. Это было сделано не из неприязни. Скорее, атакующая манера его подачи копила внутри него накопившийся градус стресса и давления. «Ричард, оставьте свои замечания. Все факты говорят о том, что если дело дойдет до суда, я не постесняюсь опубликовать все скандальные детали, касающиеся вашей деятельности. Вы знаете, с чем это может грозить», — резюмировал он, сверкнув глазами, полными решимости. После завершения встречи, в которой велись обсуждения, обрывающие нити взаимопонимания и доверия, Итан собрался с ассистенткой Сарой. Они встретились в одном из закрытых офисов на верхнем этаже, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Уникальная атмосферность их разговора была полна ожидания и настороженности. Итан чувствовал, что напряжение, которое он оказал на руководителей, не давало ему душевного покоя. Они обсудили возможные сценарии развития событий и нарисовали план действий, который должен был быть осуществлен в ближайшие дни. Итан с решимостью отметил, что на следующий день необходимо встретиться с командой и выработать стратегию, чтобы не упустить возможность для маневра. Выйдя из офиса, Итан почувствовал, как душа готовится к буре. Он решил оставить все в тени бизнеса ненадолго и выбраться на свежий воздух. Следуя вдоль озера, он ослабил свой галстук и закрыл глаза, позволяя себе немного отчуждения от жестокой рутинной действительности. Здесь, у воды, он стал размышлять о своей жизни и карьере, за один миг смог почувствовать, как промелькнули годы его работы. Он вспомнил о стремлении достичь успеха, о потраченных часах, о бессонных ночах. Но, несмотря на все достижения, в нем росло чувство пустоты и одиночества, как будто все эти победы сконцентрировались в бездне его существования. Вздохнув, он бросил камень в воду, наблюдая, как круги расходятся по поверхности. Воспоминания о его детстве наполнили его разум. Он вновь ощутил легкость и светлые амбиции, которые гнали его вперед в те времена, когда все казалось возможным. С неожиданной остротой его внимание привлекла тень, вырисовывающаяся на горизонте. Причудливая форма, застывшая на поверхности воды, оказалась маленькой лодкой, которая странно двигалась против течения. Каждый рывок весла бросал тень, отрицающую логику, а его сомнения начали перерастать в подозрения. Наконец, озеро, обычно спокойное и приветливое после заката, казалось странным местом для одиночества. Почему лодка была здесь, когда вечер встречал мир тишиной и покоем?
Итан, приблизившись к берегу, вдруг услышал тихий детский голос, произносящий слова утешения. Он почувствовал, как воспоминания о его собственном детстве слились с этим моментом. Лодка приближалась к берегу, а он уже не мог стоять в стороне, заставляя себя помнить о моральных обязательствах, которые вели к помощи. Сконцентрировавшись на тихом голосе, он направился вперед. Когда он достиг лодки, его сердце колотилось в груди. Он увидел испуганную девочку с большими глазами, полными слез. Ее упрямое выражение лица быстро сменилось страхом, когда она увидела Итана. «Пожалуйста, не говорите никому, что вы нас нашли», — произнесла она робким голосом, который вывел юриста из задумчивости. Он заметил, что в лодке есть еще кто-то, возможно, ее младший брат. Девочкой оказалась Лили, и она рассказала ему свою страшную историю. «Я забочусь о своем брате Ное, потому что наш отчим Джек причиняет нам боль. Мы убегаем от него. Он говорит, что так будет лучше». С каждым словом Лили Итан все больше понимал безысходность ситуации. Лили объяснила, что их мать погибла в аварии, когда Ной только родился. Ее голос дрожал, и с каждым словом становилось все более ясно, что эти дети действительно нуждаются в защите. Они мерзли в лодке, и все, что Итан мог сделать, это принять решение. Он пообещал Лили, что не будет звонить Джеку или в полицию, а вместо этого предложит им безопасное место для ночлега. Лили, хоть и с некой недоверием, согласилась, а он, чувствуя необходимость защитить детей, с нежностью взял Ноя на руки. Прибыв в свой пентхаус, Итан заметил, как глаза Лили вспыхнули от удивления, когда она вошла в широкое пространство. Ее восхищение минимализмом квартиры обострило ощущение Италии, который понимал, что, несмотря на радость, он несет на себе тяжесть своего решения. Эти дети, хотя и новой надеждой, теперь находились под его защитой, и, скорее всего, это был самый тяжелый и ответственный момент в его жизни. В глубине души он также почувствовал, как его сердце начинает наполняться утешением, когда он смотрел на детей, которые, судя по всему, отчаянно нуждались в заботе. Лили начала осматривать пентхаус, взвешивая все особенности жизни, которые были ей незнакомы. Она сравнивала это место с их домом, снова и снова проверяя все детали. Дети, вероятно, не были еще готовы приспособиться к новой реальности, которую несли с собой. Итан понимал, что его квартира кажется холодной и безликой. Здесь не было ни уюта, ни освещения, которые могли бы скрасить их новое существование. Ной проснулся, и Итан споткнулся о свои мысли, предлагая Лили поесть. Однако, когда он начал готовить еду, то столкнулся с непростым фактом. В холодильнике практически не осталось ни продуктов, ни необходимых вещей. Он, почувствовав себя беспомощным в этом контексте, в конечном итоге позвонил Саре, чтобы попросить ее о помощи. Вскоре Сара пришла с сумками свежих продуктов и необходимыми принадлежностями для детей, включая подгузники для Ноя. Однако Лили и Ной выглядели настороженно, когда видели постороннюю женщину. Сара, видя это, решила быстро наладить контакт, предложив искупать Ноя, чтобы снять с напряжения. Пока Сара помогала Лили с купанием, Итан разогревал еду. В это время у них завязался разговор. Сара объяснила Лили, что они находятся в безопасности и что они готовы помочь, вопреки всем тем несчастьям, с которыми они столкнулись. Между тем, Итан решил, что необходимо провести расследование в отношении Джека, и помянул, что эта информация может быть полезной. Когда дети сели за ужин после долгого и необычного дня, Итан показал им гостевую комнату, чтобы они могли расположиться и будить надежды о завтрашнем дне. Лили задала вопрос, который тронул его до глубины души.
Почему ты помогаешь нам?» Итан, понимая, что это была искренность, просто ответил: «Иногда нужна помощь, которую мы не получали. Это нормально. Просить о ней, и я хочу помочь вам». Лили думала некоторое время, а затем она спросила: «А ты был одиночкой?» Итан, вспомнив свои беды, не смог скрыть правды. Он чуть не обнял ее в ответ. Позже, когда они стали изучать подробности жизни детей, Сара показала Итану полицейское заявление о пропаже Лили и Ноя. В этом документе Джек Томпсон играл роль заботливого отца, что вызывало у Итана ощущение, что он сидит по ту сторону реальности. Учитывая историю, Саре удалось распутать прошлое Джека, его жалобы на домашнее насилие и долговые проблемы с азартными играми. Эта информация была предотвратила. Они все понимали, что Джек был опасным человеком, который использовал уязвимое положение женщин и детей для достижения своих целей. Тревога еще больше усилилась, когда к ним пришло медицинское заключение бывшей жены Джека, которая осталась жива только благодаря радикальным вмешательствам после его нападений. Итан и Сара, столкнувшись с очевидным, поняли, что им необходимо действовать, чтобы достойно защитить детей от досадного будущего. И вот в момент, когда ему позвонил Джек с угрозами вернуть детей, вопросы о том, где он много времени провел с Лили и Ной, стали настоятельными. Словно факел в их мрачном пути, он поведал о подробностях, которые могли бы скомпрометировать Итана. Спустя несколько минут, когда разговор был завершен с его угрозами и холодный страх залил его сознание, он закрыл глаза и ощутил понимание. Они все это время были на прицеле. Он попросил Сару собрать все возможные доказательства против Джека, осознавая, что единственная надежда заключалась в том, чтобы дети остались в безопасности, несмотря на любые опасные трудности. Как ночное спокойствие нависало над их домом, Лили вдруг проснулась от кошмара, связанного с аварией. С особой страстью она доверила Итану информацию о черной машине, которая критически повлияла на жизнь ее матери. Эти невыносимые воспоминания просто исковеркают детскую беззаботность. Итан не растерялся и решительно отправил сообщение частному детективу по имени Маркус Чен, прося его помочь отыскать эту черную машину, которая все время его мучила. Маркус вскоре отреагировал на его просьбу, и у Итана сильно пробудилось желание найти правду. Он смог сосредоточиться на детях, которые, играя, привносили в его жизнь жизненную искру. Однако, когда Маркус пришел с папкой и информацией, удивлению Итана не было предела. На фотографии, которую он принес, был поврежден черный Мерседес-Бенц, и он принадлежал его отцу, Уильяму Моррисону. Стремление к правде и рассказам о кривых делах заключалось в мощной и доброй противостоянной борьбе. Возникающая тьма окутала Итана, когда он узнал, что машину отвезли в ремонт после аварии. Внутренняя пробежка распирала его мысли, когда он понял, что его отец передал конверт механику. Теперь связь между его отцом, Джеком и несчастным случаем становилась все более неизбежной. Когда он вспомнил о телефонном звонке отца после аварии, номер которого вдруг стал знакомым, у Итана в голове крутилась карусель. Он осознал, что у него все больше улик, связанных с этим делом. В поиске правды Итан решился встретиться с отцом, понимая, что хочет узнать правду из первых уст. Он хотел разобраться со всеми мрачными связями и опасностями, которые существовали между его отцом и Джеком. В этот вечер он пришел к Уильяму, полон гнева и недовольства.
О отце все время говорили как о сострадательном и заботливом человеке, но в этот момент он мог подтвердить это только одним вопросом — о черном «Мерседесе». Путь к открытию стал еще более трудным, и волнение с каждой секундой росло. Уильям, открыв дверь, с любопытством пригласил Итана войти. Когда они пересекали порог, Итан заметил микровыражение на его лице — протест, беспокойство и, возможно, страх. Это волнение поднимало волнение в теле Итана. Они направились в кабинет, где царила атмосфера дорогого скотча и старых секретов. Итан показал отцу фотографии и документы, связанные с поврежденной машиной и с выплатами Джеку, которые когда-то так ловко спланировал его отец. «Я был пьян», — признался Уильям, и тот факт звучал как выстрел. Он пояснил, что сбил машину Клэр Томпсон, и добавил, что Джек предложил сделку — молчание в обмен на финансовую помощь. Сердце Итана сжалось от гнева, когда он начал обвинять отца в том, что тот знал о жестоком обращении с детьми и не сделал ничего, чтобы остановить его. Это было предательство, и Итан чувствовал себя преданным. Конфликт нарастал, когда Итан принял твердое решение обратиться в полицию, несмотря на протесты своего отца. «Я могу увеличить выплаты Томпсону и организовать опеку над детьми без привлечения полиции», — говорил Уильям, ориентируясь на свои финансовые возможности. Но Итан решительно отказывался от этого предложения, понимая, что это не является истинным решением. «Мы можем создать что-то новое и лучшее, не прибегая к подобным маневрам», — произнес он с уверенностью. Собравшись и успокоившись, Итан сам решил, что ему необходимо обсудить с Лили их следующий шаг. Он объяснил ей, что они будут выбирать юриста для их защиты, обсуждая истинные аспекты ситуации. Лили с любопытством спросила, была ли другая машина, и Итан с нежностью объяснил, что за рулем той машины действительно находился ее отец. Он пообещал, что они будут действовать правильно и честно, демонстрируя глубинную связь и поддержку. На следующий день Итан, Сара и дети прибыли в полицейский участок, словно батальные сцены их судьбы ярко показывали их движение к правде. Он был рад, что у них есть юрист по имени Елена Мартинес, которая была рядом с ними в этом сложном путешествии. Детектив Чен, готовая понять и раскрыть ситуацию, ожидала их для дачи показаний. Когда началось допрос, детектив Чен мягко обращалась к Лили, пытаясь выяснить детали о ее маме. Лили была тревожной, но в тот момент делилась воспоминаниями о несчастном случае и о том, как она заботилась о Ноа. Эти моменты оставили отпечаток в сердце Итана, когда он думал о том, сколько страданий и боли проходили эти дети. В этот самый момент он представил свои доказательства, включая признание Уильяма Моррисона. Неожиданно в дверь вошел Джек Томпсон. Волнение накрыло Итан, когда Джек начал требовать узнать, где его дети. Итан смотрел на него с брезгливым выражением, предоставляя ему инструкции о том, что он не допустит насилия. В ходе напряженного противостояния они с детективом Чен подвергли его обвинениям в жестоком обращении и сокрытии фактов. Итан без колебаний предъявил банковские записи и медицинские карты, обрушивая основные доказательства на него. Неожиданное вмешательство Уильяма добавило пикантности в атмосферу. Он в гневе потребовал от Итана объяснений, как будто не осознавал, насколько его собственные действия подрывали все принципы этики. Но Итан остался верен своим убеждениям. Он настаивал на том, что поступает правильно, чтобы спасти детей от дальнейших страданий. В итоге Джек был официально арестован,
и Уильям Моррисон потерял контроль над процессом, когда запись его признания стала свидетельством его недостаточной заботы. Судья Питерсон удовлетворил просьбу о временной опеке над детьми. Это решение, хоть и создавало больше вопросов о будущем, внушало надежду. Итан с готовностью пообещал Лили, что Джек больше не сможет причинить ей боль. В тот день, когда они покидали полицейскую станцию, окруженные теплом друг друга, они все понимали, что ничто уже не будет прежним. Так их новая глава только начиналась. Пока проходили дни, Елена объяснила Итану, что временная опека будет продлиться 3 месяца. В этот период дети начали адаптироваться, и с каждой неделей Лили стала улыбаться все чаще, а ночные кошмары начали уменьшаться. Все это время Уильям просил разрешения на посещение внуков под наблюдением, что выглядело как способ искупить его вину, но все еще отходило от его долгожданных действий. Лили, ностальгируя, вспоминала о своей матери, рассказывая о школьном фестивале, который всегда был важным моментом для всей семьи. Итан, почувствовав нужду помочь, предложил ей найти особенное платье для этого фестиваля и сделать памятные фотографии с любимыми образами ее матери. Уильям, заметив этот момент понимания, пожелал поделиться старыми фотографиями, чтобы поддержать связь с прошлым. Этот тонкий шаг в их семейной динамике стал признаком прогресса. Итан часто смотрел на детей и размышлял о том, как изменилась его жизнь с их появлением. Он не мог поверить, что его прежняя реальность уходила в тень. Уильям подошел к нему и сообщил, что уже почистил бассейн, на что Итан поблагодарил его. В их доме медленно начинало налаживаться взаимопонимание. Рядом с детьми жизнь наполнялась смыслом и целями, которые они все стремились построить независимо от предыдущих страданий. На одном из вечеров Итан нашел рисунок Лили, на котором был изображен зал суда, а внизу была надпись «Моя новая семья». Он почувствовал тепло, когда увидел ее детскую трактовку происходящего. В этот момент Елена сообщила о положительном исходе окончательного слушания. Итан понял, что они находятся на правильном пути к восстановлению и новой жизни. Изменения в офисе Итана стали очевидными. Стены были украшены яркими рисунками Лили, а в углу установили манеж для Ноя. Итан осознал, что теперь больше погружается в семейные дела, и ощущение новой семьи росло с каждым днем. Это преображение служило символом надежды и лучшим времен. Когда приближался день рождения Лили, ожидание и радость витали в воздухе. Лили готовилась к своему 6-му дню рождения в саду особняка Моррисонов. Уильям, дедушка Лили, принес старый фотоальбом, в котором были фотографии Итана и его матери, потянув к воспоминаниям о том времени, когда все они были вместе. Это был момент радости и грусти, когда они вспоминали о том, что связывало их когда-то. Подписание документов об опекунстве стало кульминацией изменений. Итан почувствовал легкость, когда подписывал документы, став официальным отцом Лили и Ноя. Лили, гордая и уверенная, предложила поставить дефис в их фамилии, чтобы сохранить частичку мамы и Итана. Это стало символом их единства, их новой семьи, которую они соединили вместе через тернии и разрушения прошлого. Когда на подходе к окончанию все еще витала дружелюбная атмосфера, Итан с удовольствием помог Лили выбрать фотографии для школы. Уильям, наполняя оконное пространство теплом воспоминаний, рассказывал истории о первом дне Итана в школе и их взаимоотношениях, которые хранили в себе сложные переживания. В этот момент они вместе подтверждали способность забыть о страданиях и двигаться навстречу новому будущему, полному надежд и новых воспоминаний.